Здорово всем! Сегодня мы посмотрим ассортимент и цены на стиральные машины в Грузии. Лето 23 года. Увидим, что представлено, что сколько стоит. Ну и кратенько так посмотрим, конечно, поверхностно на машинки, которые тут представлены. Сразу начинаем с довольно редкой машинки. В России она особо не встречается. Toshiba, вот, или Toshiba, такой аппарат, сразу инвертор, стильный серый цвет, на русском, кстати, круто. Слетает. Real инвертор. В общем, все серьезно. Так, ручка, кстати, механическая. Да и крючок обычный, слушайте. Упругая резинка. Такая прям хорошая. Мне нравится. Судя по всему, обычный замок. 10 лет на мотор. 7 килограмм. Ну, по габаритам, конечно... Да хотя будет тут 7, да, в принципе, вместительный бак 7, ну 6,5 точно будет. Инструкция прям на русском. Такие пороги волной, смотрите, прям интересные. Ни на что не похожи. И сам барабан типа, как такие, под Samsung, типа соты такие, но немного другие. Здесь как у LG, ну, тонковат. Здесь более-менее. Резинка порадовала. Так, программы все основные есть. Микс, очистка барабана очень удобно, куртки быстрая, деликатная, но все есть. Отдельно полоскание отжим, только отжим. Селектор такой приятный, четкий, прям его приятно крутить. Температура регулируется, отжим. Так, задержка окончания стирки. То есть это как бы не отсрочка получается, а отсрочка наоборот. Кнопки обычные, механические, дисплей большой. Так, а здесь у нас, ну, тоже стандартный лоток. Какой-то флажок, калитка. Любопытный. Но можно убрать, если не нужен. Тоже хорошо. Такой, знаете... Запах из нее прям дешманским каким-то китайским пластиком. Сейчас мы посмотрим, где она, кстати, собрана. Подозреваю, что Китай. Ну да, еле нашел я этикетку. Так, даже не знаю, смогу ли я ее показать. Да, действительно, собрана в Китае, я не ошибся. Заценим также толщину задней стенки. Слушайте, ну это... не Hotpoint и не Indesit. Здесь металл-то серьезный. Так, а боковую? Ну, тоже отлично. Прям даже потолще, чем у LG. Как на башах хороших. Такой нормальный металл. Передняя. Ну, вот передняя, конечно, подкачала. Вот смотрите. Играет даже... Люк трясется. Вот здесь бы, конечно, надо было вот толще, потому что на отжиме бак будет гулять. И здесь, конечно, видите, лучше бы сзади сделали тоньше, а вот эту часть потолще. Но это по мне. Так, крючок посмотрим. Крючок такой фуфлыжненький, ну, пойдет. Пробка стандарт, а вот шланг, конечно, блин. Я, конечно, все понимаю, он тут есть, но вот как его достать, вот как его туда, все пальцы себе корябать. Ну, можно, конечно, будет вытащить, но не очень удобно. Тут всякие, тут Cold Wash, все это понятно. Так, ну и главное, цена у нас, значит, вот это какая-то типа скидка. И вот конечная как бы цена, то есть это все в ларе, в местной грузинской валюте.
грубо говоря, сейчас по курсу на сегодняшний день умножайте на 40. То есть 1600, там, ну, пускай 1,5 на 40. В общем, в районе 60 тысяч получается, если на рубли переводить. Да, и, конечно же, модель TWBL9. Это, видимо, O или 0A4VZ. Нет, неправильно там указано на ценнике модель. Вот она. TW-BJ80S2GE. Рядом еще одна Toshiba, уже на 8 килограмм, с тонированным люком. В принципе, здесь отличие: ручка уже не механическая, двойной экран, Japan Quality, ну, сборка, понятно, что тоже китайская, но в целом барабан такой же, манжетка такая же, немного другая панель управления и дисплей с такими вот штуками, и уже кнопки сенсорные, меньше программ, ну, тоже инвертор, всякие тут дела. Модель, кстати, TWBL90A4, ну, лоток. По программам в целом норм, но программ поменьше, конечно, чем предыдущий. Тоже есть очистка барабана, она с паром. 10 лет гарантии на мотор. Может быть, барабанчик чуть-чуть, да, поглубже. Такой же он по конфигурации, так сказать, но поглубже. Но почему-то цена ниже у нее. Хотя она с сушкой на 8 килограмм, но цена ниже. Странная политика ценообразования. Причем, смотрите, стоит точно такая же, только в белом цвете на 8 килограмм. У нее вот такая цена. Точно такая металлик, дешевле. Ну, какая-то скидка. Норм. То же самое в белом цвете на 9 уже килограмм. Что тут у нас еще будет глубже барабан? Да нет, примерно как у 8-ки. В общем, как всегда, маркетинг наше все. Где 8, там и 9. Я не удивлюсь сейчас, что на 10 рядом будет такая же, с таким же барабаном. Ну, модель TWBL100A4. Все вот эти фишки тут, все это генерирует. Пузырьки наноразмеров, вау, Details Matter, ну просто огонь, доказано все, короче, круто. Wi-Fi, конечно же, как без него, стерилизация, блин, ну можно банки, наверное, стерилизовать с огурцами, молодцы. Далее вот такой вот Samsung стоит, получается 1489, умножайте на 40. На 7 килограмм, Digital инвертор. Это вот из современных такие, в принципе, в России попадаются. SmartThing. Тут минимум как бы управление, кнопки сенсорные, программы, селектор четкий, приятный. Конечно, тут все Wi-Fi, тут вообще без вопросов. 10 лет гарантии на инвертор. Ручка не механическая. Модель WW70A6S23AT/LP. За что люблю Samsung, очень длинные названия. Точнее, не люблю. Так, лючок у нас должен быть вот такой вот. Так, вот. Честно, даже не знаю, как его открыть. Да, надо было просто надавить, короче, его. Туговато, но отходит. Тут шланчик, кстати, адекватный, пробка. Все у Samsung нормально с этим. Там такой сложный UBL, вот с этим вот крючком уже, который через пару-тройку лет там сотрется. Какая-то пипка, видимо, контроль, что люк плотно закрыт. Напоминалка, но это молодцы. Плотная манжета хорошая, добротная. Такая барабан. Тут сколько? 7. Ну, конечно, барабан-то он как и был, килограмм на 6 максимум, так и остался. Ну, ладно. 7 так 7. Тоже сотовый барабан. Здесь тонковато, здесь более-менее. Пороги пластиковые, обычные. Металл
Спереди очень достойно, практически не проминается. Лоток стандартный. Сборка, судя по всему, Китай, но шильдик внизу далеко, не смогу посмотреть. Боковой металл, ну, тонковат, конечно. Следующее у нас Hyundai, такие уже в России возят. Ну, цена со скидкой 924. Модель VH600ST 10F4. Лоточек такой любопытный уже, с капельками. Селектор. Ох, какой тугой. Прям так надо усилие приложить, чтобы его повернуть. Здесь уже программы дублируются, что ли. Rapid, ну да, Daily, Rapid, вот уже для каких-то других стран. Так, ну то есть обычно машинки идут там для СНГ или там еще куда-то. Вот здесь в какие-то отсылают их еще страны, может быть даже англоязычные. Так, здесь у нас кнопки сенсорные, регулируется температура, отжим. Все в принципе есть. Ручка такая вот, я бы сказал, хлебковатая, но время покажет. Блокировочка, какой-то QR-код. Петелька такая прям малюсенькая. Ох, зато, слушайте, вот это я понимаю манжета. Вот это упругая манжета. Это просто как, я не знаю, как... Ой, с чем сравнить-то? Как, наверное, резиновая лодка. Прям жесткая такая резина. Вот с этой резиной надо будет постараться, чтобы ее, конечно, порвать, даже если специально. Прям снимаю шляпу. Но барабан дешевенький, конечно, барабанчик. Такой а-ля индезит. Или, не знаю, атлант. Вот что-то вот такое. Вот металл, конечно же, тонковат. Какой-то он непонятно склизкий. Что-то ее надо перед первым запуском прогонять там на долгую стирку. Вот это все лючок тоже. Эх, да, вот попробуй открой без отвертки. В общем, открывается. Металл спереди норм. Ну, боковой тоже более-менее пойдет. Ну, сборка, понятно, Китай. Ну, такой дешевый Китай. Чего вы хотели? Звезд с неба не хватает. Но бренд такой на слуху. Рядом еще один, дешевле прям. Тут вообще что-то вместо основной цены 668 лари. VH500ST 80, видимо, на 5 килограмм, та была на 6. Кстати, селектор чуть даже полегче. Дисплея нет. Как на Беко, 3 кнопки. Температура, быстрая стирка. Лоток такой же. Ручка такая же. Барабан, в принципе, тоже такой же. Резинка такая же плотная, жесткая, как на той. Ну, зато дешевле. Может, здесь мы откроем лючок. Эх, нет. Ну, такой вот тоже аппаратик. Кому надо подешевле. Ну и вот более навороченный такой Hyundai. Модель ST800W12B. Уже такой темный тонированный люк. А ручка по-прежнему такая фуфлыжненькая. Но зато петля посерьезней. Видно, да, уже люк тяжелее. Манжета немного другая, но тоже плотная, прям такая. Не знаю, даже на старых башах такой плотной не было. Ух ты, шланг какой интересный. Это не откуда такой откопали, интересно, шланг. Причем шланг 2007 года. О как. Машинка из прошлого. Или шланг из прошлого. Барабан другой уже, пороги другие. Больше, конечно же, он, видимо, это килограмм на 7, на 8 заявлено. Ну, видимо, на машинке на самой не указано. Побольше машиночка.
Так, металл, ну, средний. И вот смотрите, сзади этот шильдик Hyundai, вроде бы все тут licensed by Hyundai Corporation Holdings Korea, но не надо вводиться в заблуждение, это сборка, но по-любому китайская. Я не верю, что эти Hyundai за там 600, за 800 лари везут из Кореи. На этой, кстати, экран прям вот вообще одно неловкое движение коленом, он вылетит, этот пластиковый экран. Ну и почти то же самое, только какой-то металлик золотистый. Ух ты, слушайте, а вот это уже сломанная машинка. Уже вот этот селектор, он прокручивается, он не фиксированный. Значит, там что-то сломано в ней внутри. Это брак, короче. Много, кстати, Hyundai. Вот это вот с паром. Или с как бы паром, с инвертором, кстати, любопытный. Здесь уже программа на английском. Такая приятная уже крутилка. Кнопки, кстати, простые, механические. Это плюс, тонированный люк. Ох, тугой какой. Так, манжетка. Приятная, кстати. Ой, барабанчик. Такой тоже по ощущениям, по виду такой солидный. Пороги этой волной. Вот этот уже посерьезней. Ну и цена, конечно, подороже. Большая скидка на нее. Ну, вот я только не знаю, при каких условиях вот эта скидка действует. Вот что самое непонятное, потому что ценник очень сильно от этого отличается. Вот так аппарат достойный. И металл, смотрите, прям вообще вот я давлю прям сильно, не шелохнется. Сейчас спереди посмотрим. Тоже очень хорошо. Передняя панель. Машинка, жесткость будет нормальная у нее. Так, ну и модели, если здесь правильно писали, H770 F140S. Вот она модель HU70 F140S. Почти правильно. Еще один Hyundai на 6 килограмм, 1000 оборотов. VH60T1WH. Цена без скидки 1031, со скидкой 721. В принципе, со скидосом если нормальный. Но тут все тоже дублирующие программы, жесткий селектор, фуфлыжная ручка, дубовая резинка. Все, короче, как у тех первых Hyundai. Кнопки механические, дисплейчик небольшой, ну программ в принципе достаточно. На 6 килограмм габариты неплохие. Ну и тут у нас старая добрая LG, даже не буду ее подробно смотреть, только цену, да, 1400, приличная такая цена, сборка Китай. Модель у нас F2J3HS2W. Что-то примерно такое есть у меня там обзор подробный. Это, ну, скорее всего, Китай, может быть, казахстанская еще сборка, но похоже вот на ту, которая мне попадалась уже в России. Китайская. Да, сделано в Китае. И смотрите, какой космолет тут мне попался. Это просто шедевр. И цена соответствующая, даже со скидками там со всеми. Ну посмотрите, дизайн просто, да, две кнопки, огромный дисплей. Нету диспенсера, куда порошок засыпать. Сейчас мы там дальше посмотрим. Просто, конечно, космолет. Космолет. А кнопки, кстати, механические. Отлично. Ну, ручки, конечно, такой нету, как мы привыкли. Крючок. Вау. Здесь как все, смотрите, какая петля. Вот она по ходу модель. Давайте посмотрим. WW10H9600EW.
Смотрите, как она открывается. Люк открывается вообще на 180 градусов. Обалдеть, как все тут красиво. А это вот Auto Dispense Open. То есть мы ее сюда, смотрите. И мы по ходу туда что-то как-то, видимо, наверное, что-то туда надо засыпать, что ли, порошок. Слушайте, я даже боюсь. Открывать не буду ее дальше. Первый раз такой аппарат мне попадается. Это уже, если там мы нашли шланг из прошлого, то эта машинка уже из будущего, видимо. Посмотрите, какой порог здесь. Посмотрите, тут что, какие-то вообще тут форсуночки, какие-то козыречки, манжеты. Даже страшно подумать, сколько она будет стоить. Тут непонятно, что это. Подсветочка, походу, а-ля Хайер, блин. Так, это непонятно, что это такое. Тут целый набор чего-то всего. Вау. Машинка, наверное, килограмм на 10, я думаю. Походу, может быть, даже и с сушкой она, потому что такой космолет не может быть просто стиралкой. Здесь, наверное, все в ней есть. И между делом она еще сбегает в магазин вам за порошком. Так, вот это желтый почему-то лючок. Оно открывается стандартно, по-самсунговски. Смотрите, какая крышка, офигеть. Она какая-то там многосборная. Шланчик на месте. Смотрите, точнее пробка какая-то прям любопытная. Вот эта машинка. Но цена, конечно, у нее это прям вообще. И, кстати, сделана она в Корее. Вот мы нашли корейскую машинку. Ну, не мудрено, такой аппарат. Так, сзади у нас стандартная тонкая крышка. Ну, хоть в чем-то Samsung себе никогда не изменяет, да? Так, сейчас посмотрим металл. Толщину. Ну, металл просто. Это броня. Это броня, она тяжелая, судя по всему. Так, переднюю даже панель, наверное, не буду пробовать здесь, потому что она, знаете, какая? Вот эта вот панель передняя, она пластиковая. Вот здесь вот металл, а вот эта вот она вся пластиковая. Тоже любопытное решение. Ну, смотрите, если космический корабль отправят куда-нибудь в межзвездное пространство, ну, вот такую надо стиралку на борт брать. Это шедевр. Тут LG, более-менее стандартная, Thank you. У меня есть тоже на канале примерно такой же обзор, там на 7, по-моему, она килограмм. Ну, суть такая же, не будем на ней особо останавливаться. Цена со скидкой, причем с очень большой, да, 1319, модель F2 V7G W1W. Ну, такая для LG, в принципе, стандартная. В России сейчас они уже не так часто встречаются. Сборка у нас Китай, да, сейчас в основном китайская идет сборка. И тут вот рядом простенький Samsung, 1500 со скидкой. Программы на английском. Стандартный лоток, кнопки механические. Вот если я не ошибаюсь, судя по отсутствию наклеек и надписей, хотя машинка на 8 килограмм, большая, но она, возможно, даже с обычным мотором. И вот в России таких Samsung'ов с обычным мотором я уже не встречал. В основном там инверторные. Вот она модель WW80T 301M WWLE. Вошер на 8 килограмм. Странно, конечно, что такой аппарат с большой загрузкой, он не инвертор. Сейчас вот мы попробуем по звуку. Да, я слышу щеточный шелест. Действительно, там, значит, обычный коллекторный мотор. Инвертор, он когда вращается, его вообще почти не слышно. Ну вот аппарат, если из Samsung'ов, да, брать, у них инверторы, ну точнее управление этими инверторными движками так себе.
слабоватенькая, бывают отказы. Вот лучше, конечно, я бы взял с обычным коллекторным. Тоже тут какие-то эти форсунки непонятные, козырьков столько всего. Вот потом, не дай бог, что с этой манжетой, где ее брать. Здесь у нас уже обычный, пальцами так просто не откроешь. Металл, ну, для Samsung, в принципе, приемлемо. О, кстати, смотрите, опять же, для Samsung боковая стенка практически не проминается. Вот я давлю прям с нормальным усилием, она не проминается. Прям отличный аппарат, механические кнопки, с программами разобраться не проблема, четкий селектор, загрузка, конечно, 8 тут рядом не было, но пускай 6,5, да, нормальный барабан, сотовый, неплохие пороги. Вот здесь металл тоже приемлемый, упругая резинка. Ну, УБЛ, конечно, такой вот он, бывает, что стирается вот тот крючок, но это не сразу, ну, это не быстро все происходит, если просто так вот ее туда-сюда не открывать, да, не играться, там дети, если не будут играть, тогда тоже послужит эта машинка. Хороший аппарат, никаких сенсорных кнопок, ничего. Прям мне вот эта машинка нравится. Сборка Китай. Ну, тоже нормально все. Еще одна LG на 8,5 килограмм. Цена у них не маленькая, у этих LG. Модель F2 V3 GS 62. Здесь интересно, манжеты, смотрите, какую-то прям сделали любопытную, одни козырьки здесь, плюс пороги такие двойные, металлические. Ну, попадались такие пороги, вот манжету такую еще я не встречал. Опять Toshiba пошли. Кстати, у них цена даже дешевле, чем у LG, как ни странно, инверторные, на 8 килограмм. Кнопки механические, обычный люк с обычной ручкой механический, упругая манжета. О, здесь интересный, смотрите, какой тоже барабанчик. Ну да, такой попадался уже. Что-то среднее между Samsung и этим. Это еще одна Toshiba, прям их много здесь, много. В России столько Toshiba нету. На 9 килограмм, еще одна на 9, еще одна на 9, еще одна Toshiba, опять Toshiba, 10 килограмм уже, 8, любую выбирайте. Ну и вот, закончим мы вот на этих машинках интересных. Мюллер, цена бюджетная достаточно, ну, простая, такая китайская бюджетка. Ручка механическая, барабан такой вот. Кстати, металл достаточно толстый, средненькая манжетка, ну, довольно упругая, металл неплохой, боковой даже очень неплохой, нормальный. Рядом еще одна модель MO2F7100. Селектор, кстати, программ очень четкий. Кнопки механические. Ну, вот еще один. Это бюджетный Китай. Также есть Bosch. Встройка довольно дорогая, потому что немецкая сборка. Еще один Bosch. Тоже немецкая сборка. И вот такой редкий аппарат. Made in Slovenia с вертикальной сборкой. С вертикальной загрузкой тоже Bosch. Очень редкая модель. Сейчас в России их не встретишь. Еще один Bosch. По такой вот цене. Вот как-то так. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Пишите комментарий. Стараюсь на все отвечать. Посмотрели мы ассортимент, увидели цены, пробежались по некоторым моделям интересным.